Вас тоже бесит вот эти установки про «стань лучшей версией себя»? Это лживая навязанная маска, которая в текущем моменте несет только внутренний раздрайв, низкую самооценку и раздражение. Я Александр Лисовой, мужской психотерапевт, аккредитован Союзом психотерапевтов и психологов, действительно член профессиональной психотерапевтической лиги. Смотри, с теми ресурсами, что у тебя есть, с тем опытом, что у тебя есть, с тем состоянием, что у тебя есть, допусти мысль, что уже сейчас ты в лучшей версии себя. Навязанное извне стремление к лучшей версии себя – это не про контакт с самим собой, а наоборот, про потерю контакта в текущем моменте. И если у тебя сейчас нету опоры в текущем моменте внутри, не понимаешь своей ресурсности, своего состояния, своих эмоций, а стремишься к такой социально навязанной цели, к социальной маске, ну типа сейчас так круто, должно быть развитие. А нафига? Для чего? Что оно мне даст? Чтобы что? Откуда вообще взялось у меня вот это желание развития и стать лучшей версией себя? Поверь, в каждом моменте ты находишься в лучшей версии себя с теми ресурсами, что у тебя есть. Поэтому фокус внимания должен быть про точку контакта с самим собой, про честность с самим собой, про понимание, от чего тебе сейчас действительно не хватает, а не про постоянное изменение себя для какой-то лучшей версии. Здесь что, перфекционизм? Но это тоже отдельная тема, тогда тут можно много что поставить под сомнение. Лучшая версия себя влечет постоянное недовольство, потому что, придешь ты в ту точку, где в лучшей версии себя, а там окажется, что есть еще некая версия себя, которая будет еще лучше. И ты, как такая белка в колесе, будешь скакать за очередной дозой своего счастья, вот этой лучшей версии себя. Все это навязана социальная ложь. Все это про некое мнимое достигаторство, которое не имеет ничего общего с тем, что ты хочешь на самом деле. Важна целостность. Целостность – это когда твой внутренний мир совпадает полностью с твоими внешними действиями. Это про честность с самим собой. Это про умение признавать свои слабости. Это про умение смотреть в свои уязвимости и в свои страхи. Это про умение работать со своим стыдом. А ведь именно стыд и страх часто являются причиной того, что мужчины игнорируют психотерапевта, не обращаются к нему и боятся вообще признать в себе потребность в помощи. Лучшая версия себя – это замыливание и обесценивание всего того, что ты прошел. Это про неумение благодарить себя за результаты, даже там, где были ошибки, потому что ошибки – это тоже результат, это тоже определенный урок, который ты получил. Это про обесценивание своего пути. Это про обесценивание всего того, что у тебя есть сейчас. Это про перенос счастья на какой-то вот тот далекий момент, что вон там, в лучшей версии себя, вон там я буду счастливым. А сейчас нет, сейчас мне не время быть счастливым. Да ну брось. Быть счастливым – это выбор, который можно сделать сейчас. Уметь сделать выбор – это непростая задача, и это одно из направлений, с которым мы работаем в психотерапии. Поэтому отбрасывай все вот эти установки про лучшую версию себя. Ты в ней уже сейчас, поверь. Скажи себе спасибо за тот путь, который ты прошел, за те результаты, которые у тебя есть, и прекрати их обесценивать. Выкинь с головы вот это «я недостаточно добился», «я недостаточно хорош», «я недостаточно раз, два, три, четыре, пять», добавь сюда сам свое. Да, может быть лучше. Но может быть лучше для чего? Чтобы что? Ты должен это очень четко понимать, что это тебе даст. Любое стремление к улучшениям должно быть понятным, для чего оно тебе надо и откуда именно взялось вот это желание, потому что часто эти желания навязываются извне. Навязываются родительскими установками, воспитанием, образованием, культурой. Целостность – это не про это. Счастье – это не про это. Это не про лучшую версию себя. А сейчас можешь посмотреть в зеркало себе в глаза и ответить на вопрос, а чего ты хочешь на самом деле?